Это реальная, просто дикая фантастика. Я в полнейшем восторге. Ну а теперь мы еще раз проверим точность моего станка. Ребята, всем привет! Сегодня у нас видео по тюнингу моего замечательного токарного станка. Я здесь произвел мега-супер жесткую уборочку, отмыл его. Теперь он как новенький. Обычно я такого не делаю, стружка у меня годами там вот, где-то там лежит горами, годами. Но в этот раз сделал, во-первых, легче подлазить, ну а во-вторых, вам будет приятнее смотреть. Короче, будем устанавливать УЦИ на токарный станок. И не для того, чтобы повысить ему точность, а для того, чтобы повысить скорость работы на нем. Ибо мой стиль токарки подразумевает очень точное изготовление, и я постоянно все измеряю, я боюсь больше стружку взять. И в итоге вместо там, допустим, 5 проходов я делаю около 10, потому что последние проходы, где уже нужна точность, я там лимбы уже просто по молекулам передвигаю и постоянно измеряю. Ну, а так как УЦИ привязана к ходам станка, будет устанавливаться 2 линеечки, то я все это дело буду видеть просто-напросто на экране. Ну а так, как у меня станок высокоточный, все параллельности соблюдены, все ходит хорошо, то при перемещениях суппорта у меня не будет изменяться размер, например, на каретке. Вот как-то так, друзья. Потихонечку перемещаемся вот сюда. Я, кстати говоря, очень даже рад, что раньше не поставил УЦИ, потому что новое поколение — это просто космос, друзья. Мне кажется, те, кто раньше поустанавливал вот эти вот с цифровой индикацией, будут просто в шоке. Потому что она-то работает, если не десятилетиями, то годами так уж точно. Такие вещи особо не ломаются. Но дизайн уже все. Я думаю, никто не будет устанавливать себе новую УЦИ только ради дизайна. Все останутся на старом формате. Ну, а у меня будет новый, с LCD дисплейчиком. Вот как-то так она выглядит, друзья. Это новая УЦИ. А если подключить, то она выглядит вот так. Это, по-моему, великолепие какое-то. Ссылочки, друзья, я обязательно оставлю на этого продавца. Продавец оказался очень порядочным, потому что была целая история с ними. Когда мне их отправили, делали это с российского склада и прислали только лишь одну вот эту коробку. Я у курьера спрашиваю, а еще есть что-нибудь? Он говорит, нет, нету. Ну, я уже дело в том, что расписался, так можно было бы, конечно, и не забирать. Ну, они сначала подсовывают листик, чтоб расписался. Я расписался, забрал коробку, думал, ну, буду дальше разбираться, потому что линейки, вот эти 2 коробки, они не пришли мне изначально. Я начал писать продавцу уже в Китае. Потому что наш склад — это наш склад, но основная база, сами понимаете, где находится. Продавец на следующий день написал, все окей, там он связался с нашими, что-то там у них не было, и поэтому они отправили только одну коробку. Ну вот как это так? Как так можно было? Они на что? Они понадеялись, что мне и так сойдет, что ли? Только лишь экран, без самих линеек? Я просто дизреспект нашему офису. Но китаец тут же отправил мне вторую посылку. Причем там, где у меня было отслеживание, одно отслеживание пометилось как доставлено. И появилась вторая доставка, вторая вкладка на компе вверху появилась. Я на нее нажимаю, и там было видно, что выслан новый товар. Ну, точнее, или до доставка, я уже не помню, как там это все выглядело. И все, быстренько это он мне экспресс-доставкой отправил, быстренько все пришло. Так что, друзья, таких продавцов грех не порекомендовать. Ну, а мы сейчас достанем и посмотрим линейки. Что они из себя представляют. Я заказал всего лишь 2, на фрезер надо 3 заказывать. Ну, а на токарный можно и 2. Вот как выглядит линейка. Ходит кареточка такая. И все измеряет. Но нужно аккуратненько все установить. Ну, а вот и поперечка. Тоже маленькая кареточка ходит. Единственное, что мне не нравится в УЦИ, ну, не в этой, вообще в любой,
То, что она займет вот здесь вот какое-то пространство, и задней бабкой ближе уже не получится подъезжать. То есть это где-то пару сантиметров пространства она украдет, к сожалению. Ну, что делать? Удобство требует жертв. Будем привыкать по-новому работать. Сейчас надо разобраться, как бы все это дело установить. Хотя нет, давайте для начала подключим, посмотрим, работает ли оно вообще или нет. С виду все просто и легко. Сзади подключается на разъем и уже сразу должно заработать. Эти линейки на 5-микронную точность. То есть сотку они еще на 2 разбивают. Хотя что-то тут какая-то большая цифра слишком. Ну все правильно, да. 85 соток. И еще 0 либо 5 в конце. Вот я здесь перемещаю кареточку. И все. Все работает, друзья. Круто. Возможно, больше токарки теперь будет, потому что работать будет очень удобно и очень быстро реализовывать проекты. А повторяемость какая будет? Это просто космос. Посмотрел инструкции и ужаснулся. Такое чувство, что тут и круги с помощью нее можно делать. Выставлять нужный диаметр, радиус. И под углом можно делать. Вообще, что-то... Возможности просто потрясать начинают, друзья. Захотелось изучить внутренний мир линейки, заглянув вот туда, под уплотнение. Но меня ждал нежданчик. Там еще одно уплотнение. Ну все, друзья, прошло целых 3 дня. Конечно, довольно долго было устанавливать. Но уже все готово. Токарный дзен теперь у станка поднялся. Сделал несколько дополнительных доработок. Установил вот самую необходимую доработку. Прижим и защиту направляющих, которая будет сгребать весь мусор и стружку. И заменил фетровые накладки здесь и здесь. Также дополнил вот таким кожухом станок. Линеечка поперечки установлена вот здесь. Ходит сквозь кожух, получается. Вот, видите? Здесь проход. Чтобы случайно не убить линейку задней бабкой, установил демпфер из резины, который будет упираться вон туда. Показываю, как работает. Двигаю бабку. Оп. И мягенько соприкасается. Есть небольшое пространство. Конечно, пространство слишком маленькое. Слишком все претензионно получилось. Но хватает. Резина жесткая. Хватает, чтобы не было удара. Ну и как раз таки, чтобы не было особо большого зазора здесь, чтобы не крало пространство. Потому что чем дальше двигается задняя бабка, чем ближе подходит к патрону, тем для меня лучше. Я вообще обычно всегда, практически всегда, прямо вот вплотную пододвигал ее. Так, ну и как же я установил линейки все-таки, да? Вам, наверное, дико интересно. И те, кто будут устанавливать себе УЦИ, вот, например, так же, как и я, лезли в интернет и смотрели, как же их устанавливают, эти линейки. Сейчас я сниму кожуха и покажу. Надо снять 2 кожуха. Вот этот и вот этот самодельный. Первый кожух снят, видно линейку целиком. Сейчас сниму второй, чтобы показать все тонкости. Вот оно, самое сладенькое, самое основное. Крепление линейки УЦИ к поперечной подаче. Основная загвоздка в том, что она не помещается вот туда, под малую продольную. Там очень мало места, можно было бы, конечно, как-то что-то там подточить, просунуть ее. Но когда мало места, будет попадать стружка и может там позатирать все на свете. Я решил прикрепить с одной стороны, всего лишь болтом. Вот, видите как. А здесь мне пришлось удлинить поперечную подачу, сделать вот такой уголок. Сделал его максимально жестким. Это 20 квадрат, это 16 квадрат. Сварил тик сваркой, огромными мощными болтами прикрутил. Вот, и все держится, держится довольно-таки жестко. Я пробовал при сильном движении, ну, на полмиллиметра прогинается, конечно. Но оно будет в свободном состоянии, никто давить на него не будет, поэтому все будет работать нормально и точно. Провода проложил вот так. Завязал их здесь на узлы. Но это сделано для того, друзья, чтобы сделать равномерный участок вот в этом месте. Я же не буду разрезать провода.
И не хотелось их там скручивать в узлы. Потому что тут как бы все, внешний вид, все видно. Сделаны для того провисания, чтобы можно было свободно ходить в обе стороны суппортом. Естественно, когда я в тот край двигаю, они натягиваются, но натягиваются не сильно. А когда в этот край максимально смещаю, они провисают. Провисают до таких пределов. Посмотрим, как будет работать, как там со стружкой это будет взаимодействовать. Ну, надеюсь, будут скользить. Так-то они в металлической изоляции, прогорать они от стружки не будут. Но, надеюсь, будут скользить, не будут закусываться. Потому что их можно легко суппортом порвать. Продольную линейку УЦИ было очень легко разместить. Ее разместил вообще вот так вот, по-простому. Здесь прикручено через шайбу калиброванную, я все вымерял. С обратной стороны тоже вот прикручено. Ну, а внутри вот этой моей городушки... Там находится каретка линейки УЦИ. Вон она внутри. Все настроено на среднее положение. То есть вот эта кареточка, она ходит. У нее есть свободные люфты. Примерно 1,5 миллиметра туда-сюда. И здесь 1,5 миллиметра. Она из одного края в другой. И еще вот так она может шевелиться. И вот так. В общем, я поставил среднее положение, чтобы были какие-то ходы у нее. Чтобы она не сильно не прижималась, нигде не терла. Вот. Ну и, естественно, выставил я их довольно-таки хорошо. Где-то в 5 соток уложился. То есть, когда мы ход на всю длину делаем, ни в каком положении, вот если сюда индикатор поставить, ни в этом индикатор не должен перемещаться более некой величины. Я выбрал там не более 5 соток. В некоторых местах в сотку уложился, в некоторых 5. Ну, то есть это сильно не влияет, друзья, на показания приборов. Вот. Это вот начинает здесь просто уменьшаться эта щель, да, или увеличиваться на эти сотки. Вот эта городушка, друзья, это дополнительный вес. Я давным-давно установил его на станок. Здесь где-то такая же масса, как и фартука, вот с этой стороны. То есть, получается, здесь фартуком прижимается хорошо к станине. Здесь прижимается тоже дополнительным грузом. И нет никаких щелей здесь, ничего не приподнимает. Потому что фартук по-любому оттягивает, и как бы вы ни настраивали вон там прижимы, все равно фартук на себя массу берет, оттягивает, и здесь оно как бы в приподнятом состоянии. Хоть на сотку, хоть на 2, но в приподнятом. Многие ставят ролик там, новая фишка была интернета. Ставили прижимной ролик на рессоре, и он вот так стягивал все это дело. Тоже хорошее решение, но у меня грузом прижимается. Говорю это для тех, у кого будут вопросы по этому поводу, что там у меня нагорожено с задней части. Ну, а спереди выглядит великолепно. УЦИ уже включаются. Вот так это все выглядит. Можно обнуляться, друзья. X это у меня продольное перемещение, Y поперечное. Видите? Маленький значок D. Это говорит о том, что здесь будет показываться диаметр, то есть удвоенное показание линейки. Чтобы сразу смотреть, какой диаметр я точу, не высчитывать из радиуса. Вот так. Кручу, верчу, и все показывается. Какая роскошь! Вообще шок, друзья. Как давно я хотел эту вещь. Меня пугала лишь цена и то, что надо будет это все дело устанавливать, придумывать, выдумывать. Ну все, уже этот весь путь пройден, цена заплачена и установлена. И теперь можно только кайфовать. Вы не представляете, как я буду кайфовать, когда буду точить свои самоделки, свои изобретения. Для самодельщика УЦИ это просто наироскошнейшая вещь. С дополнительными функциями пока что не разобрался. Здесь, похоже, можно будет, если настроить, круги точить. Вот я, правда, не могу понять, как это все выглядит. Стойку установил, опять же, по-модному. Использовал кронштейны, которые были в наличии, но немножечко модернизировал. Здесь как-то предлагалось по-другому, более хлипко это все сделать, чтобы оно крутилось еще на этом болте. Я все попросверлил, внутрь вставил втулку, вот туда, в профиль, чтобы можно было сильно зажимать и чтобы оно не шаталось. Смотрите. Я установил намертво. Видите?
Оно-то шатается на упругости, но оно... Ну, можно, в общем, смело все нажимать. Никуда ничего не едет, не надо вот так вот, знаете, как все. Нет, друзья, ничего придерживать не надо, все зафиксировано намертво. Немножко неудобно, ключ достает до блока. Ну ладно, поработаем, посмотрим. Все равно я частенько что-то переделываю, потом улучшаю. Так, болванка есть. Сейчас мы ее протестируем. И заодно еще раз протестируем, точный у меня станок все-таки или нет. Центрую на малых оборотах, потому что на больших может разболтать такую длинную и тяжелую болванку. Соответственно, процесс не быстрый, ибо на малых может центровку сломать, если много подавать. Понадобится микрометр. Делаю абсолютно рандомный проход. Сделал чистовой проход, чтобы исключить отжим резца. И теперь измеряю диаметр микрометром как можно точнее. Получается цифра 76,95 мм. Эту цифру я вбиваю вот сюда. Все, друзья, именно ради этого и покупалась эта цифровая индикация. Теперь я всегда буду знать, какой у меня диаметр на резце. И можно делать сразу фактически в чистовой размер. Да, конечно, когда какие-то крутые посадки там под подшипники или что-то такое, можно это все дело перепроверять и нужно перепроверять. Но я почти сразу буду попадать в нужный размер. Нужно будет лишь оставлять буквально там несколько соточек для последующей шлифовки. Ну а теперь мне не терпится проверить, действительно ли это будет работать. Проточу прут на некий диаметр с целым числом. И посмотрим, что получится. Выставился. Погнали делать проход. Неужели точно получится? Так, отводим. Здесь нам много проходить уже не надо. И измеряем. Беру все тот же микрометр. И погнали. Да ладно. Да ладно, друзья, смотрите. Это реальная, просто дикая фантастика. Я в полнейшем восторге. Ну а теперь мы еще раз проверим точность моего станка. Сделаем точно такую же проточку, только не будем все проходить, а сделаю ее в другом месте. И цифра должна остаться прежней. Это скажет о том, что у станка нет конусности при данной операции. И можно, единожды выставившись, делать на любой длине вот такую точность. Включаю и накручиваю по УЦИ ту же самую цифру. Накручивать сотки, кстати, не так-то просто. Можно перекрут сделать. Есть. Делаю проход. Заметьте, когда включаю подачу, здесь ничего не меняется. Значит, установил усы точно и правильно. То есть жесткости установки и позиционирования хватает. Все, сделал проход, измерим его микрометром. Должно получиться то же самое ровное число. 76 миллиметров. Ни больше, ни меньше. Желательно, чтобы сотка в сотку. Проверяем. Три щелчка. И что мы видим? Получается, уплыло на 2,5 сотки. Точность не феноменальная получилась. Но тем не менее, уложившись в 2,5 сотки, я сделал здесь проточку, отъехал назад резцом
и сделал здесь проточку. Точно так же я могу делать сколько угодно проточек и сколько угодно разных диаметров могу делать. Вы представьте только себе, я могу знать, где, в какой точке диаметр, могу даже размечать под болты высокоточно, чтобы потом по кругу много-много просверлить. Ну, вы понимаете, как это все работает, те, кто хоть немножечко знаком с токарным станком. Ну, конечно, да, 2,5 или около даже 3 соток конусность меня немножко смущает, но зато посмотрите, это на какой длине. Примерно 28 сантиметров здесь разбежка. Это довольно-таки много. Получается 1 сотка на 10 сантиметров. И все-таки я не очень доволен. Хотелось бы, чтобы сотка в сотку попала. Но ничего, друзья, я доюстирую станочек. А вы, наверное, теперь понимаете, для чего нужна такая высокая точность станка. Именно после установки УЦИ она играет огромную роль. Если раньше я здесь померил, потом вал точу с другой стороны, я его здесь померил, то мне было абсолютно пофигу. Вот на таком расстоянии под подшипник проточить, вообще все равно, честно говоря, на конусность на таком маленьком участке. Особенно на такую маленькую. А сейчас это могут быть уже 2 разных размера, потому что работаю по УЦИ. И 2 сотки это тоже как бы отличие. Если на 2 сотки меньше, уже довольно-таки легко будет подшипник заходить. А если на 2 сотки больше, его уже хрен натянешь. На маленький диаметр, например. Так что какие-то такие дела. Кому было интересно и самое главное полезно, друзья, подписывайтесь на канал и поддержите лайком. Все, всем пока, до новых встреч. Скоро увидимся. Все думал, откуда ж такая погрешность целых 2,5 сотки? И вспомнил, что центры-то, друзья, они тоже не высокоточные, это по факту. Корпус у них может немножко туда-сюда гулять. Смотря как его поставить, так и будет. Вот смотрите, я его вращаю, и видите, как может изменяться здесь все. Получается, где-то на 4 сотки за счет центра уходит ось. Это еще удачно, получается, получилось. Ну, чтоб такого не было, надо все-таки до конца выставляться. И хорошо, что можно этим эксцентриковым центром выставиться по линии. Вот. И тогда сотка в сотку можно будет попадать.